Приветствую всех, с вами Валентина Лыкина. В этом видео мы будем с вами вязать пасхальный декор, курочку и зайчика. Принцип вязания у них примерно одинаковый, поэтому два мастер-класса я объединила в один. Вязать можно из абсолютно любой пряжи, понадобится около 12 метров. Я использовала шнур карамель для вязания этого декора. Он имеет толщину 5 миллиметров. А также, посмотрите, можно связать и с джутом. Очень интересно и экологично выглядит. Для данного декора я использовала халва L. Это джут толщиной 3 миллиметра. Характеристика данной пряжи сейчас на вашем экране. Для вязания понадобится для зайчика один оттенок, для курочки основной, а также для выполнения гребешка и клювика. Эту пряжу я вязала крючком номер 5. Для курочки, возможно, вам понадобится глазик. Я использовала просто бусинку. А также для того, чтобы прятать ниточку незаметно в гребешок, понадобится зажигалка. Свеча и спички не особо подходят. Где приобрести необходимые материалы? Ссылочку на сайт я для вас оставлю в описании под этим видео. Для заказа со скидкой пользуйтесь моим промокодом. Приступим к вязанию. Для начала необходимо сделать кольцо амигуруми. В получившееся кольцо ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю ее. Захват рабочей нити провязываю воздушную петлю. Формирую подъемный столбик. Обворачиваю провязанную петлю рабочей нитью. Захватываю рабочую нить и провязываю еще одну воздушную петлю. Подъемный столбик сформирован. В данное кольцо необходимо провязать 12 столбиков с одним накидом. Я делаю накид, ввожу крючок в кольцо, захватываю рабочую нить и вытягиваю. На крючке сейчас 3 петли. Рабочая, накид и вытянутая петля. Я захватываю рабочую нить, провязываю через 2. На крючке осталось 2 петли. Захват рабочей нити провязываем еще раз через 2. Так я сформировала столбик с одним накидом. На данном этапе их всего у меня 2. Подъемный номер 1 и который сейчас провязала, он номер 2. Довязываю до 12 штук, делаю накид, ввожу крючок в кольцо, вытягиваю рабочую нить, захват рабочей нити провязываю через 2, опять захват рабочей нити, еще раз через 2. Выполнила 3, также вяжу 4, 5, 6 и так далее, всего 12. Закрываем ряд. Перед этим тянем за оставленный вот этот хвостик и затягиваем максимально это кольцо, куда мы сейчас провязывали столбики. Обязательно их вот такими движениями расправляем. Закрываем этот ряд. Вытягиваем рабочую петлю на крючке, вынимаем его из этой петли и вводим между первым и вторым столбиком с обратной стороны под верхнюю петлю, состоящую из 2 ниточек. Захватываем рабочую петлю, которую вытягивали, и протягиваем под петлей основания. Вот таким образом. Вынимаем крючок и держим эту петельку для того, чтобы она отсюда не убежала. Вводим крючок с лицевой стороны в ту точку, куда сейчас протягивали эту петлю. Захватываем рабочую нить и протягиваем через основание. Вводим крючок в ту петлю, которую оставляли, и сейчас у меня на крючке 2 петельки. Я захватываю рабочую нить и провязываю их вместе. Сейчас мне необходимо сформировать такой же подъемный столбик, как и в предыдущем ряду. Я обворачиваю рабочей нитью петлю, которую сейчас провязала, захватываю рабочую нить и провязываю еще одну воздушную петлю.
Подъемный столбик сформирован, и мы переходим на вязание второго ряда. Здесь в каждую такую верхнюю петельку, состоящую из 2 ниточек, мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. В первую петлю у меня уже провязан один столбик, он подъемный, и я в эту же точку формирую столбик с одним накидом. Так, я выполнила 2 столбика в одну точку. Перемещаюсь под следующую петельку, делаю накид, ввожу крючок под верхнюю петлю и провязываю первый столбик. И затем провязываю второй столбик в эту же точку. Так я сформировала в одну точку 2 столбика с одним накидом. Всего вот таких конструкций у меня должно быть 5. Вот она, первая, вторая. В следующую третью петлю я провязываю опять 2 столбика. В четвертую петлю переключаюсь, также вяжу еще 2 столбика. И остается у меня пятая петля. Здесь я провязываю также 2 столбика в одну точку. Следом у меня шестая петелька, и здесь мы будем формировать вот такой хвостик у зайчика. Сначала мы провязываем столбик с одним накидом, затем набираем цепочку из 4 воздушных петель. Я захватываю рабочую нить, провязываю первую воздушную петлю, вторую, третью и четвертую воздушную петлю. Затем провязываю с помощью этой цепочки пико. Я опускаюсь вниз, нахожу, вот она, петелька, ввожу крючок под одну ниточку, а затем за еще одну петлю, которую формировала в столбике с одним накидом. Итого у меня захват 2 ниточек и рабочая петля на крючке. Всего 3 петли. Я подтягиваю, захватываю рабочую нить, протягиваю через 2 петли основания, а затем через рабочую петлю, которая была на крючке. Так я сформировала хвостик у зайчика. Делаю накид и довязываю в эту же точку второй столбик. Первый я провязала перед хвостиком. Теперь нам необходимо продолжить вязание, формируя в каждую последующую петлю по 2 столбика с одним накидом. Во втором ряду у вас должно получиться 24 столбика с одним накидом. Ряд закрываем так же, как и в прошлый раз. Вытягиваем рабочую петлю, вынимаем крючок, вводим его под верхнюю петлю между первым и вторым столбиком, захватываем рабочую петельку, протягиваем через основание, вынимаем крючок, вводим его с лицевой стороны под ту же петельку, захватываем рабочую нить, протягиваем ее, вытягивая петлю на лицевую сторону, и вводим крючок в ту петельку, которую оставляли с изнанки. На крючке сейчас 2 петельки, захват рабочей нити, провязываем их вместе. Так мы сформировали воздушную петлю. В третьем ряду мы будем формировать голову зайчика, а также ушки. Для этого мы будем провязывать столбики с 2 накидами. Соответственно, подъемный столбик должен имитировать столбик с 2 накидами. Для этого я обворачиваю рабочей нитью петлю, которую сейчас провязала, и выполняю еще одну воздушную петлю. Далее опять я обворачиваю петлю, которую сейчас провязала рабочей нитью, и выполняю еще одну воздушную петлю. Так я сформировала столбик с 2 накидами. Вяжу еще один в эту же точку. Делаю 2 накида, первый и второй накид. Ввожу крючок в ту же точку, где сейчас провязывала подъемный столбик, захватываю рабочую нить, вытягиваю. Сейчас на крючке у меня 4 петельки. Рабочая петля, 2 накида и вытянутая. Я захватываю рабочую нить, провязываю сначала через 2 петли. На крючке осталось 3 петельки. Захват рабочей нити провязываю еще раз через 2. На крючке осталось 2 петельки. Захват рабочей нити провязываю через все эти петли.
Так я провязала столбик с 2 накидами. В следующую петельку я формирую 3 столбика с 2 накидами. Делаю 2 накида, ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, провязываю через 2, опять через 2 и еще раз через 2. Напомню, что здесь нам необходимо сформировать 3 столбика с 2 накидами. Первый провязала, довязываю еще 2. Формируем первое ухо. Набираем цепочку из 13 воздушных петель сразу после провязанного последнего столбика. Захват рабочей нити провязываю первую воздушную петлю, вторую, третью, четвертую и так далее. Всего 13 воздушных петель. Набранную цепочку необходимо присоединить к основанию, так же как и в случае с хвостиком, провязав пико. Я нахожу петельку верхнюю от столбика, под нее ввожу крючок и затем подхватываю еще одну петлю от столбика, подтягиваю, захватываю рабочую нить, протягиваю через 2 петли основания, а затем через рабочую петлю на крючке. Так я провязала и сформировала первое ушко. Делаю 2 накида и в следующую петельку основания провязываю столбик с 2 накидами. Формирую второе ухо. Набираю опять цепочку из 13 воздушных петель. Набранную цепочку необходимо присоединить к основанию. Я так же, как и в первом ушке, ввожу крючок под верхнюю петлю, а затем направляю крючок в сторону, где у меня еще одна петелька от провязанного столбика. Подтягиваем все. Захват рабочей нити провязываю через основание, а затем через рабочую петлю на крючке. Второе ушко сформировано. Теперь необходимо завершить вязание. Я делаю 2 воздушные петли и, разворачивая основание, опускаюсь в ту точку, где сейчас у меня сформирован один столбик с 2 накидами, ввожу крючок, захватываю рабочую нить, вытягиваю, а затем провязываю через рабочую петлю. На данном этапе зайчик готов. Теперь необходимо обрезать ниточку. Вытягиваем ее. Вводим крючок в ту же точку, где сейчас провязывали. Захватываем этот хвостик и протягиваем на изнанку. Вот так все здесь получилось. А эти хвостики мы прячем в полотно. Вяжем курочку, подготавливаем основу по такому же принципу, как и для зайчика. Делаем кольцо амигуруми, провязываем в него 12 столбиков с 1 накидом. И во втором ряду мы провязываем 10 петель. В каждую формируем по 2 столбика с 1 накидом в одну точку. Перепроверьте, в этой области у вас должно остаться 2 петельки. После мы набираем цепочку из 9 воздушных петель и присоединяем к основанию. Так мы будем формировать хвостик курочки. Вводим крючок так же, как и формировали ушки, за вот эти 2 петельки. И провязываем соединительный столбик через все эти петли. Первая петелька готова. Вяжем вторую. Набираем цепочку из 10 воздушных петель. Присоединяем эту цепочку опять к основанию. В те же петли, что и первую. Вводим крючок и провязываем через все эти петельки. Вторая петля сформирована. Вяжем третью. Набираем цепочку из 13 воздушных петель. Эту цепочку мы также, как и в 2 предыдущих случаях, присоединяем к тем же петлям. Находим их и провязываем соединительный столбик через все эти петельки, в том числе и через рабочую. Делаем накид и в оставшиеся 2 петельки формируем по 2 столбика с 1 накидом.
Закрываем ряд и формируем подъемный столбик по такому же принципу, как и в двух предыдущих рядах. В третьем ряду мы будем формировать голову курочки. И в следующую петлю после провязанного столбика мы формируем 4 столбика с 2 накидами в одну точку. Я делаю 2 накида, ввожу крючок в петлю, захватываю рабочую нить, вытягиваю и провязываю столбик с 2 накидами. Я его провязала и довязываю еще 3, чтобы в этой точке у меня получилось всего 4 столбика. В следующую петлю после этой конструкции мы провязываем столбик с 1 накидом. На данном этапе голова курочки практически завершена. Мы делаем воздушную петлю, разворачиваем основу, вводим крючок в ту точку, где сейчас провязывали столбик с 1 накидом, захватываем рабочую нить и провязываем соединительный столбик через все петли. Обрезаем ниточку, вытягиваем ее. Вводим крючок в ту точку, где сейчас провязывали, захватываем хвостик и вытягиваем его наизнанку. Здесь мы эту ниточку прячем в полотно. Формируем хохолок в верхней части головы. Для этого находим ту точку, где провязали 4 столбика, и сразу после первого в верхнюю петельку вводим крючок. Захватываем рабочую нить красного цвета вот таким образом. Протягиваем. И теперь необходимо найти ту точку, где край шнура мы соединим с рабочей нитью. Для этого вот таким образом подтягиваете и смотрите на высоту. Петельку выводите, а хвостик немножко должен вовнутрь спрятаться. Вот так. Вынимаем крючок, зажимаем то место, где у нас стык, где будем соединять хвостик и рабочую ниточку. Теперь берем зажигалку, обрабатываем и соединяем. Вот такая петелька получилась. Ничего сшивать не нужно. Вводим крючок после первого столбика туда, где сейчас он был. Захватываем петельку, которую сделали, протягиваем через основание, вытягиваем, захват рабочей нити, провязали подъемный столбик. Хочу обратить ваше внимание, что не видно, где у нас было соединение. Формируем хохолок следующим образом. Мы набираем цепочку из 3 воздушных петель, первая, вторая, третья. Вводим крючок повторно в эту же точку за 2 ниточки, за верхнюю петлю. Захват рабочей нити вытягиваю, захват рабочей нити, провязали столбик. Перемещаемся в следующую петлю. Вводим крючок и провязываем столбик. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, первая, вторая, третья. В эту же точку провязываем столбик. Перемещаемся в следующую петлю, провязываем столбик. Далее опять набираем цепочку из 3 воздушных петель, первая, вторая и третья. И опять провязываем в эту же точку столбик без накида. На данном этапе хохолок сформирован. Мы обрезаем нить. Вытягиваем ее и прячем в полотно. В этой области протягиваем, затем обрезаем ниточку, обрабатываем огнем и прячем вовнутрь, для того, чтобы она присоединилась к этим петелькам. Опять делаем такую же петлю и формируем внизу серьги у курочки. Вводим крючок здесь в самое основание за 2 ниточки, захватываем эту петельку, протягиваем через основание, захват рабочей нити и провязываем столбик. Набираем цепочку из 3 воздушных петель, первая, вторая и третья. Вводим крючок повторно в эту же точку, захватываем рабочую нить и провязываем
столбик. Теперь необходимо обрезать эту ниточку, вытянуть, подтягиваем здесь хорошо. И теперь необходимо спрятать ее в полотно. Формируем клювик, для этого завязываем узелок, складываем его пополам и обрезаем покороче эти ниточки. Теперь необходимо обработать огнем для того, чтобы соединить эти хвостики между собой. Находим ту точку, где должны вклеить этот клювик, вот в этой области, раздвигая петли. И теперь обрабатываю максимально огнем эту область. И как только все здесь хорошо подплавится, вставляю его вовнутрь этих петелек. Вот так выглядит. Остается лишь пришить глазик. На этом мой мастер-класс завершен. Я надеюсь, он вам понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе новых мастер-классов. Благодарю за ваше внимание. До новых встреч!